то утро небо над Южным Чили было обычным. Воздух с океана шел прохладный, влажный, пах водорослями и дождем, который собирался, но пока не начался. Вальдивия просыпалась так же, как просыпалась 1000 раз до этого. Рыбаки выводили лодки, в порту скрипели канаты, на фермах вдоль побережья мычал скот, ожидая утреннюю дойку. Регион жил рядом с океаном уже сотни лет и давно научился с ним соседствовать. Тут знали шторма, знали приливы, знали, что земля иногда вздрагивает, и это было привычным фоном жизни, как дождь или ветер. В порту смотритель маяка в Корраль допивал утренний кофе, разглядывая ровную линию горизонта. Она выглядела точно так же, как и вчера, и позавчера, и все предыдущие годы его службы. Но глубоко под побережьем, там, где плита Наска медленно подныривает под южноамериканскую, напряжение на участке разлома уже дошло до предела. Десятилетиями, а где-то и столетиями, две гигантские каменные плиты цеплялись друг за друга в темноте, и это напряжение больше нельзя было удержать. Через несколько часов оно сорвет участок разлома протяженностью в сотни километров. В порту Корраля рыбак закреплял сеть на борту. Не торопясь, лов в этот день не задался, и можно было не спешить. На ферме, недалеко от Пуэрто-Монта, женщина выгоняла коров на пастбище, привычно считая их по пути. В школе в Вальдивии дети рассаживались по местам, готовясь к урокам. На рынке торговец расставлял рыбу на прилавке, обмениваясь с соседом обычными утренними шутками. В Концепсьоне, восстанавливавшемся после вчерашнего толчка, рабочие разгребали обломки одной из обрушившихся стен, переговариваясь о том, насколько сильным выдался этот май. Никто из них уже не считал происходящее тревожным. После нескольких ударов подряд тревога притупляется, и человек начинает воспринимать даже серьезный толчок как еще одно дело, которое нужно просто пережить и убрать за собой. В воздухе пахло свежим хлебом из соседней пекарни. Обычный запах обычного дня недели. Сигналов было немного, и почти никто их не прочитал правильно. Накануне, утром 21 мая, Землю тряхнуло сильным толчком магнитудой 8,1. Он разрушил часть Концепсьона. На следующее утро повторилось еще 2 толчка, один за другим, каждый слабее предыдущего, по крайней мере, по ощущениям людей, которые их пережили. Люди отнесли их к разряду серьезных, но все же обычных происшествий. Убрали упавшую посуду, проверили трещины в стенах, вернулись к делам. Никто не знал, что эти 3 толчка были форшоками перед главным разрывом, а не самим событием. Между третьим из них и основным ударом прошло всего 15 минут. Главный разрыв начался в 15:11 по местному времени. Земля под Вальдивией задрожала, и в первые секунды это было похоже на сотни прошлых толчков. Знакомая, узнаваемая тряска. Но она не остановилась через привычные 15-20 секунд. Она продолжалась. Через полминуты, когда обычное землетрясение уже закончилось бы, эта тряска только набирала силу. Дома начали складываться не от одного резкого удара, а от непрерывного, нарастающего движения, которое не прекращалось. Кто-то падал и не мог подняться. Не от страха, а потому что земля под ногами в буквальном смысле ходила волнами, как палуба корабля в шторм. Тряска продолжалась почти 10 минут. Это одно из самых долгих сейсмических сотрясений, которые люди зафиксировали приборами. Для сравнения, обычное ощутимое землетрясение длится 15-30 секунд, и даже мощные толчки редко превышают минуту. Здесь же время тряски растянулось настолько, что по воспоминаниям многих выживших они потеряли счет секундам и просто ждали, когда это закончится, не зная, закончится ли вообще. В порту корабли срывались с причалов и бились друг о друга, будто кто-то невидимый раскачивал саму гавань. На фермах животные метались и не могли успокоиться. Земля под копытами вела себя так, как ни одно животное здесь прежде не чувствовало. Радиосвязь между городами рвалась один узел за другим, и в первые часы никто за пределами Южного Чили толком не понимал, что произошло, пока обрывки сообщений медленно складывались в одну страшную картину. Разрыв вдоль границы плит шел не одной вспышкой, а пробегал вдоль побережья, будто трещина по льду, растягиваясь на сотни километров, местами почти на 1000. Магнитуда этого разрыва 9,5.
По имеющимся данным, это самое мощное землетрясение, которое люди когда-либо записали приборами. У этой цифры есть подвох. Шкала логарифмическая. Каждая следующая единица не немного сильнее, а в десятки раз больше высвобожденной энергии. Разница между 8,5 и 9,5 – это разница между костром и взрывом плотины. Оба явления связаны с разрушением, но по мощности это разные миры. Магнитуда измеряет энергию у самого источника, глубоко под землей. Она не измеряет, сколько людей пострадает и сколько домов рухнет в конкретном городе. Число пострадавших зависит не только от силы толчка. Это глубина очага, расстояние до населенных пунктов, плотность застройки, качество зданий, время суток. Самое мощное и самое разрушительное по последствиям землетрясения – это два разных рейтинга, и их легко спутать. Для прибрежных районов тряска была только первой частью дня. Когда земля наконец затихла, многие выдохнули. Решили, что страшное позади. Люди выходили на улицы, осматривали дома, считали соседей, искали родных. Кто-то уже разжигал костер, чтобы согреть детей. Кто-то выносил из дома уцелевшую мебель и складывал ее во дворе на случай, если стены рухнут позже. Тревога переключилась на то, что видно глазами. Трещины в стенах, рухнувший забор, разбитая посуда. Никто из них не смотрел на воду. Когда огромный участок морского дна резко смещается во время такого разрыва, он не просто толкает воду у берега. Он сдвигает целый столб воды от дна до поверхности на сотни километров вдоль побережья. Это и есть цунами. В открытом океане оно почти незаметно. Корабль может пройти прямо через волну цунами и ничего не почувствовать, потому что в глубокой воде ее высота невелика, а растянута она на огромное расстояние. Опасность не в высоте, опасность в массе воды, которая движется. Все меняется у мелководья. Скорость падает, но энергия должна куда-то уйти и уходит в высоту. Вода поднимается, превращается в стену и не разбивается, как обычный прибой, а заходит на сушу и продолжает идти. В чилийском прибрежном городе Кораль волна поднялась на 8 метров, а спустя несколько минут пришла вторая, еще выше первой. Для жителей чилийского побережья волна пришла через считанные минуты после толчка. Для Гавайев, через половину Тихого океана, у нее ушло почти 15 часов. Для Японии – почти сутки. Самая страшная мысль после землетрясения – все, кажется, закончилось. Иногда это правда, а иногда это просто пауза перед тем, что придет по воде. Перед приходом волны вода у берега иногда странно отступает. Обнажается дно, появляются участки, которых вчера не было видно. Люди, не знающие этого признака, шли посмотреть на открывшееся дно, собирали ракушки, разглядывали рыбу, оставшуюся на мели. Это один из самых опасных признаков приближающейся волны. Чем дальше отступила вода, тем выше будет следующий подъем. В самом Чили землетрясение и волна вместе оставили без крова около 2 миллионов человек. Целые поселки рыбаков, стоявшие у воды поколениями, перестали существовать в прежнем виде. Там, где раньше были улицы и причалы, остались только фундаменты, торчащие из ила. Волна, рожденная у берегов Чили, не осталась чилийской проблемой. Она прошла через весь Тихий океан и ударила по Гавайям. Там были разрушения и серьезный ущерб. Дошла до Японии почти через сутки и накрыла побережье, тоже с разрушениями и серьезным числом пострадавших. Затронула Филиппины. Это цунами одним из первых получило статус по-настоящему глобально зарегистрированного. Приборы и наблюдатели фиксировали его прохождение через весь океан, а не только у источника. Катастрофа, начавшаяся на побережье Южной Америки, спустя сутки ощущалась людьми в Японии, на противоположной стороне планеты. Никакой мистики тут нет. Чистая физика огромной массы воды, которая прошла 10 тысяч километров и почти не потеряла энергию по дороге. В прибрежных городках Гавайев сирены звучали за несколько часов до прихода волны. Предупреждение пришло заранее. Но не все поняли его одинаково. Часть людей решила, что это лишь предварительный сигнал, после которого позже будет команда уходить. Другие просто не поверили.
Несколько раз до этого сирены звучали, а серьезная волна не приходила. В той части города, где волна оказалась выше всего, последствия были самыми тяжелыми. 61 человек не успел уйти на возвышенность. После такого мощного разрыва плит земля в буквальном смысле меняет форму. Где-то побережье просело на метр и больше, и территории, которые раньше были сушей, оказались затоплены навсегда. Где-то участки дна, наоборот, приподнялись. Карты, нарисованные до землетрясения, в некоторых местах устарели за один день. Здание можно отстроить заново на том же месте. Если само место ушло под воду, строить там уже нечего. Чили 60-го года – рекордсмен по магнитуде. Это зафиксированный факт. Но если бы вас попросили назвать самую разрушительную по последствиям катастрофу 20 века, чилийское землетрясение не возглавило бы этот список. 20 век дал целую серию похожих гигантов. Аляска, 64 год, магнитуда 9,2. Тоже с цунами, тоже с огромными разрушениями. Камчатка, 52-й, 9 баллов. Волна тогда тоже ушла через весь Тихий океан. Эквадор и Колумбия, 1906, 8,8, с разрушительным цунами у побережья. Ассам и Тибет в 50-м, одно из крупнейших континентальных землетрясений века, с оползнями, разорвавшими горную местность. Хотя там не было ни океана, ни цунами. Была другая форма разрушения, не менее масштабная. Мощность в баллах и итоговая трагедия для конкретных людей не одно и то же. Где-то спасала малая плотность населения, где-то расстояние очага от городов, где-то просто было светлое время суток, и люди успели убежать. После такого удара невозможно просто отстроиться и забыть. Стало понятнее, что цунами нельзя считать локальным явлением одной страны. Если волна способна пройти через целый океан за 15-20 часов, наблюдать нужно за океаном целиком. Начали активнее развиваться сети сейсмических станций. Появилась инфраструктура предупреждения о цунами. Та самая, что десятилетия спустя спасала жизни при других подобных событиях. Сама зона разрыва тоже не успокоилась навсегда. Геофизики считают, это лишь вопрос времени, когда напряжение на этом участке плит снова накопится до критической точки. Полвека спустя, в 2010 году, по соседству действительно тряхнуло снова, хотя тот толчок был заметно слабее. Землетрясение остановить нельзя. Плиты будут двигаться, напряжение будет копиться, и на этой же границе плит рано или поздно снова накопится критическое напряжение. Вопрос не в том, возможно ли это в принципе, а в том, когда это произойдет. Но можно понимать механизм, наблюдать за признаками, строить здания так, чтобы они гнулись, а не складывались. И помнить простое правило. Если тряхнуло у моря, опасность не закончилась последним толчком. Она может просто идти к берегу следующие несколько часов. И если вода вдруг странно отступила от берега, это сигнал уходить на возвышенность, а не подходить ближе. После Чили 60-го года изменились карты риска, системы оповещения вдоль всего Тихого океана и сами строительные нормы в сейсмоопасных регионах. Землетрясение нельзя предотвратить, но можно успеть уйти, если знаешь, на что смотреть. Спасибо, что досмотрели. Если было интересно, подписывайтесь на канал.